Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии внутри коалиции канцлера Фридриха Мерца обсуждают идею, которая может полностью изменить логику выхода на пенсию. Речь идет о модели, где важен не возраст, а количество лет уплаты взносов. Для одних это означает более раннюю пенсию, а для других работу почти до 70 лет. Одновременно в Германии и Европа могут столкнуться с замедлением развития в одной из ключевых технологий будущего. Новые данные показывают, что автономное вождение уходит вперед в Соединенных Штатах Америки и Китае, а европейские автоконцерны теряют время. В Берлине и в Брюсселе это уже называют вопросом конкурентоспособности. Еще один важный сигнал связан с состоянием системы образования Германии. Эксперты фиксируют снижение уровня базовых знаний у школьников, что оказывает прямое влияние на рынок труда, промышленность и перспективы экономического роста Германии. Отдельное внимание привлекает события во внутренней политике. Лидер ХСС Маркус Зёдер публично высоко оценил работу своей партии, при том, что внутри ХДС-ХСС продолжаются дискуссии и страна готовится к предстоящим выборам. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии назревает принципиальный сдвиг в пенсионной системе. Речь идет не просто о переводе пенсионного возраста, например, на 67 или 68 лет. Новый план, который обсуждается внутри правительства и в коалиции Мерца, предполагает отвязать выход на пенсию от возраста и привязать его к числу лет, в которые человек платил взносы в пенсионную систему. Эта идея уже получила название «Рента по 45-летнему правилу» и обсуждается даже внутри офиса канцлера Фридриха Мерца. Суть проста, но очень спорна. Если человек начинает работать рано, например, с 16 лет и платит взносы 45 лет, он может выйти на пенсию около 61-62 лет без потерь. Но тот, кто начинает карьеру позже, после длительного обучения, например, в 25 лет, в таком случае должен будет работать до 70-летнего возраста, чтобы набрать те же 45 лет взносов. Эксперты отмечают, что такая привязка пенсии к 45 годам профиля занятости может привести к формированию разных условий выхода на пенсию для людей с различными трудовыми траекториями. Это может в большей степени затронуть людей с высшим образованием, которые обычно начинают платить взносы в пенсионную систему гораздо позже. Инициативу поддержали некоторые влиятельные политики из союзных партий, а также влиятельные экономисты, чьи идеи уже обсуждаются в правительственных кругах. Однако критики указывают, что такая модель может вызвать социальные дискуссии и повлиять на экономические ожидания, поскольку молодым специалистам придется дольше оставаться на рынке труда. Политики внутри коалиции говорят, что этой идеей пытаются реагировать на демографический кризис и растущие затраты на пенсионную систему Германии, где соотношение работников и пенсионеров резко сокращается, и нынешний механизм может в будущем не выдержать нагрузки. Следующая новость вызывает серьезное внимание в Германии. Германия и Европа могут столкнуться с заметным отставанием в ключевой отрасли будущего, связанной с автомобильным вождением. Новые исследования показывают, что европейские автопроизводители отстают от лидеров из Соединенных Штатов Америки и Азии на годы, и отрыв только растет. Эксперты оценивают, что по уровню готовности к массовому автономному вождению, то есть уровне 4-5, когда машина сама управляет без участия водителя, Европа сейчас отстает, внимание, на 3-4 года от Соединенных Штатов Америки и более чем на 5 лет от Китая. Это означает, что европейские технологии могут позже выйти на рынок и упустить часть потенциальных рабочих мест и инвестиционных возможностей. Причина этого не только в технологиях. В Соединенных Штатах Америки, например, компании вроде Waymo, Tesla и GM уже тестируют полностью автономные автомобили в реальных городских условиях и привлекают пользователей к пилотным программам. В Китае же государственные и крупнейшие автоконцерны делают огромные ставки на искусственный интеллект и автоматизацию транспорта как на национальный приоритет. Европейские наши автоконцерны пока сфокусированы на традиционном производстве и электричестве, но сами технологии автономного вождения развиваются медленнее, чем в Азии и Соединенных Штатах Америки. Это вызывает обеспокоенность аналитиков, поскольку при замедленном внедрении технологий европейские компании могут столкнуться с ослаблением позиций и необходимостью пересмотра кадровых и производственных решений. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что отставание в автономном вождении выходит за рамки технологического вопроса и затрагивает конкурентоспособность всей страны. Он требует ускорения инвестиций в исследования и разработку искусственного интеллекта, чтобы остановить отток инноваций за пределы Германии и Европы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поставила задачу
ЕС должен создать условия, при которых европейские автопроизводители смогут догонять и даже перегонять зарубежных конкурентов. По ее словам, без координации на уровне всей Европы и значительных инвестиций в цифровые технологии мы рискуем оказаться не участниками будущего авто, а зрителями. Следующая новость привлекает внимание экспертов. В Германии обсуждают нарастающие проблемы в системе образования, которые могут повлиять на долгосрочное экономическое развитие всей страны. По данным экспертов, все меньше школьников достигают хороших результатов по математике, чтению и естественным наукам, а уровень знаний падает год от года. Ученые, учителя и работодатели отмечают, что без изменений в системе образования Германия может столкнуться с дефицитом хорошо подготовленных специалистов для промышленности, цифровых технологий и науки. Это означает меньше инвестиций, меньше инноваций и замедление экономического роста. Одной из ключевых причин называют отсутствие четкого ориентира на результаты и высокие стандарты успеваемости. Система слишком мягкая, средние оценки важнее, чем реальные знания, а желание не отпугнуть слабых учеников часто перевешивает стремление развивать сильнейших. Специалисты называют это проблемой пониженных требований, которые не дают детям раскрыть свой потенциал. В результате многие работодатели жалуются на нехватку квалифицированных специалистов вообще, и особенно в технических профессиях. Это напрямую отражается на немецких компаниях, которым все сложнее находить молодых сотрудников с базовыми навыками. Производительность труда и инновационный потенциал страны уже начинает отставать, как я говорил раньше, от конкурентной среды в Соединенных Штатах Америки и Азии. Экономисты считают, что без корректировки образовательной политики позиции Германии в мировой экономике могут со временем ослабнуть. Без сильной основы знаний, хороших технологий, конкурентных предприятий и высокие зарплаты станут просто недостижимы. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ситуацию даже тревожной и призвал к реформам, которые бы усилили производительность и требования в школах и университетах. Он подчеркнул, что образование должно снова стать инструментом социального такого лифта, а не лишь формальным проходным баллом для диплома. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно, кстати, отмечала, что без конкурентоспособной системы подготовки молодежи страны Европы рискуют отстать в глобальной технологической гонке. В Брюсселе подчеркивают, что инвестиции в образовательные стандарты – это инвестиции в рабочие места будущего, в экономическую устойчивость и суверенитет всей европейской экономики. А дальше еще есть важная новость. На зимней партийной встрече Христианско-социального союза ХСС в Баварии лидер партии Маркус Зёдер дал себе твердую оценку. Он охарактеризовал работу своей команды, внимание, как отличную, даже буквально отлично с плюсом. Это громкое заявление прозвучало перед ключевыми выборами в землях и федеральном уровне, где ХСС рассчитывает укрепить позиции союзников из ХДС. Зёдер особо подчеркнул, что его партия внесла решающий вклад в стабилизацию экономики, укрепление социальной политики и вопросы безопасности. По словам политика, именно решительные действия Христианско-социального союза ХСС помогли сохранить рабочие места и поддержать семьи в условиях роста цен и международных экономических вызовов. При этом Зёдер высказал свое мнение о необходимости более четких подходов к вопросам миграции и интеграции. Он заявил, что Германия, по его мнению, должна искать баланс между гуманитарными подходами и защитой государственных интересов, подчеркивая позицию ХСС по этим вопросам. Однако оценка работы собственной партии прозвучала на фоне внутренних разногласий в христианско-демократическом лагере. Некоторые аналитики отмечают, что уверенная риторика Зёдера может быть связана именно только с подготовкой к будущим внутрипартийным выборам и попыткой укрепить все влияние внутри блока ХДС-ХСС. Реакция со стороны оппозиции была мгновенной. Представители левых партий назвали слова Зёдера самоуверенным самоуспокоением, а критики внутри ХСС отмечают, что реальный рейтинг партии сейчас не так высок, как хотелось бы ее лидерам. Таким образом, на зимней встрече ХСС Маркус Зёдер подвел итог оценки работы своей команды, охарактеризовал ее отлично с плюсом, но уже сейчас эта оценка вызывает, конечно же, вопросы, а действительно ли партия соответствует этой высокой отметке, или это тщательная политическая стратегия накануне выборов. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.